Здравствуйте, дорогие любители вязания! В журнале Innerweave Knits я увидела вот такую замечательную модель. Пуловер реглан связан лицевой гладью и украшен узорами с ромбами, но они вяжутся по-разному. На рукавах этот узор вяжется на фоне лицевой глади, и низ модели вяжется этими же ромбами, но они уже расположены горизонтально и все перевиты между собой. И я связала два этих узора. Вот это узор рукава. Давайте я вам его поближе покажу. Вот такой вот на рукаве узор. Ну, по краям я просто образец обвязала платочной вязкой, каймой, чтобы образец не заворачивался. Вот такой узор на рукаве. Не знаю, будет вам интересна изнанка. Ну, вполне, почему? Если вы захотите вязать шарф с таким узором, то изнанка тоже интересна будет для вас. И вот этот узор по низу модели. Но если узор на рукаве связан на фоне лицевой глади, то уже к низу, вот с лицевой глади, мне нужно было побольше просто провязать, от лицевой глади начинаются ромбы, и фон переходит в платочную вязку. По краям у меня тоже ряды платочной вязки, это не относится к схеме. Вот 3 раппорта я связала из нижнего узора. И сегодня я хочу вам предложить связать вот именно вот нижний узор, потому что схема у него сложнее. Связав этот узор, вы уже без труда свяжете узор на рукаве. Обе схемы будут в конце видео. Я немножко схему подредактирую. Реглан вяжется сверху вниз круговым вязанием. И поэтому вот я и показываю его вот так. Но вязать мы будем поворотными рядами. И начнем вязание вот с лицевой глади. Мы будем вязать образец вот так. Ну, всем понятно, что если при вязании сверху, он будет выглядеть вот так. Ну и вот по схеме я хочу сказать, раппорт узора, вот черная жирная линия, он смещается. Он составляет 14 петель. И вот в первом ряду он провязывается вот таким образом, 10 петель перед раппортом, 14 петель, 4 петли после раппорта. Затем раппорт смещается в правую сторону, и уже в 21 ряду он снова смещается на один ряд влево. И раппорт начинается 14 петель в начале узора и на протяжении всего узора. И затем уже в конце узора, вот так вот мы будем вязать, в последнем ряду мы убавляем раппорт узора до 11 петель, иначе он получается расширенный. Ну, что еще я хочу сказать про эту схему? Схема для кругового вязания. Мы будем вязать поворотными рядами, и поэтому в изнаночных рядах петли мы будем вязать наоборот. Пустая клеточка – это у нас лицевая петля в лицевом ряду, и в изнаночном ряду изнаночная петля. И вот условное обозначение точка – это изнаночная петля в лицевом ряду, а в изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. Нам понадобится дополнительная спица. Ну и все, пожалуй. И начнем. Набираем на спицы 30 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И первый ряд, мы будем считать его нулевым рядом, я советую провязать изнаночными петлями. Он не входит в раппорт узора, но для подготовки вот к узору он необходим. Просто будет удобнее. У нас сразу в первом ряду начинается обвитие петель, и будет удобнее, если у нас будет провязан один ряд. Все изнаночные петли до конца ряда.
Провязали один ряд изнаночными петлями и начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. 4 лицевых. Затем берем дополнительную спицу и провязываем 6 лицевых на дополнительную спицу. Мне неудобно это под камерой делать. 3, 4, 5 и 6. Вот так провязали. Теперь нам нужно эти 6 петель обвить 4 раза. В описании к модели указано, что обвить нужно 6 раз. Но я когда обвила 6 раз, мне показалось это слишком громоздкое такое обвитие. Вот мне хватило 4 раза. Обвиваем против часовой стрелки. Обвиваем не туго, но и не слабо. 2, 3 и 4. Вот так вот 4 раза обвили. И стараемся, чтобы эти все обвития были одинаковые. И возвращаем эти 6 петель на правую спицу. Мы уже их привязали. Потом ниточки мы подправим. Вот, чтобы они все были одинаковые. Вернули на правую спицу. И это у нас закончились петли перед раппортом. Дальше вяжем 14 петель раппорта. 8 лицевых. И снова 6 петель обвиваем таким же образом. На дополнительную спицу провязываем 6 лицевых. Не туго провязываем. 3, 4, 5 и 6. И против часовой стрелки, помогая себе большим пальцем левой руки, обвиваем 4 раза эти 6 петель и возвращаем их на правую спицу. Но мне для удобства я сначала возвращаю на левую спицу, потом на правую. Вот самый муторный момент вот в этом узоре, для меня, по крайней мере. Закончились петли раппорта и вяжем 4 лицевых петли после раппорта. Я в дальнейшем не буду разделять петли до раппорта и петли после раппорта. Вам хорошо видно, где начинается, где кончается раппорт. Я буду говорить общее количество петель. Во втором изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными. Или можно сказать, что мы вяжем петли по рисунку во втором ряду. Вяжем третий лицевой ряд. 3 лицевых. Затем нужно 4 петли перекрестить в правую сторону. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. И петлю, оставленную за работой, мы провязываем изнаночной. Дальше 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой на дополнительной спице. Вяжем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Начинаем ромб вывязывать. Далее будет 6 лицевых. И снова вывязываем такой же элемент начала ромба. Я без дополнительной спицы буду вязать, но говорить, как будто я вяжу с дополнительной спицы. 4 петли перекрещиваем вправо, оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой, или вот так меняем петли местами. Провязываем 3 лицевых, петлю с дополнительной спицы вяжем изнаночной.
И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петельки оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И в конце ряда у нас будет 3 лицевых. В четвертом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. По рисунку это мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Изнаночные петли мы вяжем изнаночными, лицевые вяжем лицевыми. В дальнейшем изнаночные ряды, там петли мы вяжем по схеме, я буду их провязывать вместе с вами. Вот так провязали 4 ряда, начали вывязывать ромбы из лицевых петель, и начало у нас они на фоне лицевой глади. В середине ромба идет платочная вязка. Пятый лицевой ряд, 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет 2 лицевых, петли платочной вязки. И 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем у нас будет 4 лицевых. И вяжем следующий ромб. Точно так же 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петля за работой. Вяжем 3 лицевых. Петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. В середине ромба вяжем 2 лицевых и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петельки оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. Шестой изнаночный ряд. По сути мы вяжем здесь изнаночные петли, только в середине ромба мы вяжем 4 лицевых. Вот давайте. 5 изнаночных, 4 лицевых, далее 10 изнаночных, 4 лицевых и 5 изнаночных в конце ряда. Седьмой лицевой ряд. 1 лицевая, 4 петли перекрещиваем вправо, 1 оставляем за работой, провязываем 3 лицевых, петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. Далее 4 лицевых, 4 петли перекрещиваем влево, 3 петли оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 2 лицевых. И точно так же вяжем второй ромб. Я не буду уже повторять прям каждую петлю. Просто 4 петли перекрещиваем в правую сторону. В середине ромба вяжем 4 лицевых и 4 петли перекрещиваем в левую сторону.
изнаночная и 3 лицевых. В конце ряда лицевая петля. В 8 изнаночном ряду провязываем 4 изнаночных, 6 лицевых, 8 изнаночных, 6 лицевых, и 4 изнаночных. Девятый лицевой ряд. Сразу после кромочной 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну оставляем петлю за работой, провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 6 лицевых и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И сразу же вяжем следующий ромб. 4 петли перекрещиваем вправо, провязываем 6 лицевых, и 4 петли перекрещиваем влево. Десятый изнаночный ряд, 3 изнаночных, 8 лицевых, 6 изнаночных, 8 лицевых, и 3 изнаночных в конце ряда. Мы провязали 10 рядов. В 11 ряду у нас идут обвития ромбов. Если вы вяжете по кругу, вы вяжете, я не сказала, вы вяжете только вот 14 петель раппорта, и вот в 11 ряду между собой обвиваете стенки ромба. Но мы вяжем поворотным вязанием, и поэтому обвитие у нас будет только вот в центре. Итак, 11 лицевой ряд, 3 лицевых, стенки ромба, 8 лицевых в центре ромба. И вот следующие 6 петель мы обвиваем рабочей нитью. На дополнительную спицу провязываем 6 лицевых, и обвиваем их против часовой стрелки 4 раза. Возвращаем петли на правую спицу. И далее все лицевые петли вяжем до конца ряда. И в центре ромба, и сами стенки ромба. 12 изнаночный ряд,
Провязываем 3 изнаночных, 8 лицевых, шесть изнаночных, 8 лицевых, и 3 изнаночных. Провязали 12 рядов. Ромб у нас вывязывался на фоне лицевой глади. Далее мы будем ромб вывязывать на фоне платочной вязки. 13 лицевой ряд. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Ромб у нас идет на сужение. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем изнаночную петлю. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В центре ромба 6 лицевых. Далее 4 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, провязываем изнаночной. И повторяем то же самое со вторым ромбом. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, вяжем изнаночную петлю и 3 лицевых. Далее будет 6 лицевых и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петля остается за работой и провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Четырнадцатый изнаночный ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных, 6 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 6 лицевых, 3 изнаночных и 1 лицевая в конце ряда. Пятнадцатый лицевой ряд. 1 лицевая, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 петли оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 4 лицевых и 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, вяжем 4 лицевых, петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной. Далее будет 2 лицевых и вяжем второй ромб. 4 петли перекрещиваем сначала в левую сторону, четыре лицевых в центре ромба и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. 3 лицевых, 1 изнаночная и 1 лицевая в конце ряда. 16 изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые,
3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные и 2 лицевые в конце ряда. Семнадцатый лицевой ряд, 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем влево, 3 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 2 лицевых, 4 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночные. Далее будет 4 лицевых, и повторяем следующий ромб. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, вяжем изнаночную петлю и 3 лицевых. Затем у нас будет 2 лицевых в середине ромба, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, петля за работой, 3 лицевых, петля за работой, вяжется изнаночной. И 2 лицевых у нас будет в конце ряда. 18 изнаночный ряд, провязываем 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 6 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных и 3 лицевых до конца ряда. Девятнадцатый лицевой ряд, 3 лицевых, 4 петли перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Навстречу им перекрещиваем 4 петли вправо, 1 петлю оставляем за работой, вяжем 3 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 6 лицевых, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, следующий ромб вяжем, и навстречу им перекрещиваем 4 петли в правую сторону. В конце ряда 3 лицевых. 20 изнаночный ряд, провязываем 4 лицевых, 6 изнаночных, 8 лицевых, 6 изнаночных, и 4 лицевых в конце ряда. 21 лицевой ряд, 4 лицевых, и снова обвиваем 6 петель. Далее будет 8 лицевых,
И обвиваем следующие 6 петель ромба. И 4 лицевых в конце ряда. Мы провязали 21 ряд, и в 22 изнаночном ряду нам нужно уменьшить количество петель, как я говорила в начале, иначе у нас узор пойдет на расширение. 22 изнаночный ряд. 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой. Вот таким образом. Один раз мы убавку сделали. Далее будет 2 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой уже с наклоном в другую сторону. Я не вижу смысла эти наклоны тут как бы изнаночными получается в лицевом ряду. Ну пусть будет так. Далее 3 лицевых. Снова 2 вместе провязываем лицевой. 3 лицевых. И снова провязываем 2 вместе лицевой, 2 лицевых и 2 вместе лицевой в другую сторону. Затем будет 1 лицевая, 2 вместе лицевой и 1 лицевая. Мы провязали 22 ряда раппорт узора в высоту. Вот, давайте я провяжу еще один ряд, он не нужен, в раппорт он не входит, просто я, чтобы выровнялись петли, чтобы вы посмотрели, как красиво получается. И что мы не зря уменьшивали количество петель, уменьшали. Я вам сейчас наговорю тут на русском языке. Вот, посмотрите, не зря уменьшили количество петель, и нужно вот как-нибудь выровнять эти ниточки, чтобы они у нас все смотрелись ровно и красиво. Ну все, теперь уже точно все ровно и красиво. Научились вязать вот такой красивый узор. Если вязать его сверху вниз, то получится, что у нас ромбы идут сначала на фоне лицевой глади, потом на фоне платочной вязки. И вот такой узор, если будет у вас желание связать модель из этого журнала, вы свяжете на рукаве. Посмотрите, как красиво смотрятся образцы из пряжи разной толщины. Вот эти два образца у меня связаны из тонкого акрила 50 грамм 200 метров, спицы номер 2 с половиной. И вот этот образец связан из пряжи 50 грамм 135 метров, это полушерсть, спицы номер 3. Ставьте лайки, если вам понравился узор, если вам понравилась эта модель, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Все группы у нас рабочие. Присылайте к нам свои просьбы, свои фотографии, хвастайтесь своими работами. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!